Китайский бренд Denza, который принадлежит компании BYD, недавно выкатил новый концепт – стильное спорткупе с лаконичным названием Z. Прямо как привет купе Nissan Z, но на этот раз от дизайнеров из Поднебесной. И не просто дизайнеров, а под руководством самого Вольфганга Эггера, человека, который в свое время был дизайнером Audi и Lamborghini. Пока он имеет статус концепта, но сомнений в серийных перспективах быть не может, уж очень проработанным выглядит автомобиль. В последнее время автопроизводители из Поднебесной явно решили бросить вызов самым крутым немецким авто. Вот, например, компания BYD. Совсем недавно они показали мощный Denza Z9 GT, и он прямым текстом нацелен на конкуренцию с Porsche Panamera на домашнем рынке. А теперь новая цель. На подходе стильное купе, и на этот раз метит уже в лигу Porsche 911 и будущего электрического 718 Cayman EV. Серьезные амбиции, не правда ли? Если Denza Z получит зеленый свет на производство, у Porsche появится еще один соперник, и на этот раз с востока. По пропорциям новый Denza Z – это почти Porsche 911. А если приглядеться, можно уловить нотки Mercedes AMG One, купеобразный кузов, пара сидений сзади и в целом узнаваемый немецкий стиль. Но только на первый взгляд. В деталях совсем другая история. Внушительный сплиттер, активный диффузор, огромный спойлер, тут уже скорее вспоминается что-то от Lamborghini или даже Lotus. Выглядит дико агрессивно, и это круто. Конечно, в серийной версии, скорее всего, и вовсе уберут этот огромный спойлер или будет выдвижным, как у Denza Z9 GT. Но общий характер дерзкий и спортивный явно останется. Из интересных фишек – безрамочные двери, спрятанные ручки и огромные 21-дюймовые диски с одним центральным креплением. Все это добавляет машине настоящего гоночного настроения. Ходят слухи, что Denza Z будет доступна не только как купе, но и в кабриолет-версии, и это звучит очень заманчиво. Что касается аэродинамики, она тут продумана до мелочей. Машина обещает быть стабильной на высоких скоростях и при этом не терять в запасе хода. Размеры пока официально не озвучили, но ориентир все тот же Porsche 911. Поскольку это концепт BYD, тут собраны все самые свежие технологии, которые совсем скоро появятся не только в этом купе, но и в других новых моделях бренда. Пока немецкие и итальянские бренды продолжают использовать классическое, механическое рулевое управление, Denza Z пошла дальше. Тут установлена система Steer-by-Wire, проще говоря, управление по проводам. Никаких прямых механических связей между рулем и колесами. Звучит как из будущего, но уже работает. Обещают, что такая система делает вождение не только плавнее в городе, но и суперточным и отзывчивым на трассе. А вот и еще одна свежая технология. В машину добавили новую активную подвеску DZS M. Это улучшенная версия системы DZS Z от BYD. И знаете, чем она интересна? Это, по сути, первые в мире умные амортизаторы с магниториологической жидкостью, которые специально разрабатывались для электрифицированных транспортных средств. И, возможно, самое любопытное – на кочках эти амортизаторы не просто сглаживают дорогу, а еще и могут подзаряжать батарею. Новая система буквально смотрит на дорогу впереди и реагирует на любые изменения покрытия меньше, чем за 10 миллисекунд. Такая технология DZS M может стать настоящим прорывом. Именно она поможет купе Z оставить позади даже легендарный 911, когда речь идет о стабильности и скорости прохождения поворотов на треке. По словам ребят из Denza, их новая модель Z станет первым спортивным электрокаром с технологией i3. Это, если проще, компактная версия системы BYD 4, той самой, что ставится на люксовые электромобили. По сути, это независимая трехмоторная система, где два электродвигателя отвечают за задние колеса и могут работать отдельно друг от друга. Про мощность пока официально ничего не говорят, но учитывая, что купе очень близок по технической части к недавно вышедшему Z9 GT, можно предположить, что там будет примерно такой же набор из 3 электромоторов.
Для сравнения, топовый Z9 GT выдает аж 952 лошадиные силы. А это значит, новый Denza Z вполне может приближаться к отметке в 1000 сил. Новое флагманское купе обещает разгоняться с 0 до 100 км в час быстрее, чем за 2 секунды. Если все эти цифры подтвердятся на деле, то на рынке появится серьезный конкурент для Xiaomi SU7 Ultra, которая с 1548 лошадками выстреливает до сотни за 1,98 секунды. Глядя в салон этого купе, и сразу чувствуешь, что попал в другое измерение. Куча углепластика вокруг, выглядит реально круто и современно. На передней панели целых 3 экрана. Приборка прямо под козырьком, большой планшет медиасистемы по центру и еще один экран для пассажира, чтобы он тоже не скучал. А звук? За него отвечает топовая аудиосистема от Devialet. Руль тут вообще как из Формулы-1, с кучей гоночных кнопок и переключателей. И самое крутое, его можно полностью убрать под панель. Правда, скорее всего, в обычной серийной версии такого не будет, но сама идея интересная. Сиденья, 2 карбоновых ковша, обтянутых искусственной замшей и кожей, которые надежно держат тебя в кресле. А 4-точечные ремни безопасности сразу дают понять, этот суперкар создан для скорости и драйва. По неофициальной информации, новая модель будет стоить примерно от $42 000. Это реально круто, потому что по цене она будет намного доступнее любой машины от Porsche. Для сравнения, на том же рынке самая простая версия 911 Carrera стоит почти $203 000. Пока в компании не раскрывают никаких деталей, когда именно ждать новое купе Z. Но главный мировой производитель электромобилей и гибридов подтвердил, запуск этого автомобиля на местном рынке запланирован до конца этого года. А главное, появится ли он когда-нибудь в Европе? Denza – это совместный проект BYD и Mercedes-Benz. Правда, немцы в итоге вышли из этого бизнеса, но сейчас Denza перезапускается заново, уже как премиальный суббренд. И компания видит в этом большой шанс выйти на европейский рынок. Исполнительный вице-президент компании Стелла Ли заявляет, что новые модели Denza в 10 раз круче конкурентов. И если честно, трудно с этим не согласиться. По уровню технологий и инноваций новое купе от Denza выглядит сильнее, чем большинство из того, что сейчас выпускают европейские премиум-бренды. Спасибо, что остаетесь с нами. Каждое ваше действие, просмотр, лайк или комментарий – это огромная поддержка. Вы помогаете нам становиться лучше и расти. Подписывайтесь, чтобы вместе открывать захватывающий мир автомобилей. Пусть ваши дороги всегда будут безопасными и путешествия незабываемыми. До скорой встречи в следующих выпусках на канале.